Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Rowe. Кто делает, где делает, Европа или нет. Меня зовут Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд Rowe и какова его реальная история. Второе, на каких заводах и в каких странах производится тот Rowe, который мы с вами получаем в России. Третье, в каких странах еще продается бренд Rowe. Четвертое, стоит ли бренд Rowe своих денег. И пятое, бонусное, как к бренду Rowe относится в Японии и что о нем думают сами японцы. Откуда появился бренд Rowe и какова его реальная история. Название. На немецком название бренда звучит как Rowe, на английском как Row. В дословном переводе с немецкого и с английского, кстати, тоже это гребля. И вообще с этим связана странная история. Но название бренда на самом деле это аббревиатура, сокращение от Results Only Working Environment. В дословном переводе с английского рабочая среда, ориентируемая только на результат. Что такое рабочая среда, ориентированная только на результат? Но вообще это концепция, которую разработали американские ребята Келли Ресслер и Джоди Томпсон из американской консалтинговой конторы Culture RX. Есть даже книга такая, называется «Почему работа – это отстой и как это исправить». Такая забавная книга. Действительно ли создатели бренда руководствовались этой концепцией для того, чтобы назвать свой бренд этой аббревиатурой? Не знаю, я не опровергающий, не подтверждающий документов так и не нашел. Если у кого-то есть первый источник, на котором основываясь, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что именно эта концепция послужила названием бренда, пожалуйста, в описании к этому видео напишите мне, потому что я так этого не нашел. Возможно, это гребля, ну шучу, конечно. Вот, так что мы будем называть бренд в немецкой транскрипции именно Rowe. Шутки за 300 пошли. Rowe, Rowe, Rowe. Гребля. Вообще история бренда Rowe до обидного неинтересная. В 1995 году немец Михаил Ц. открывает небольшую фирму по продаже смазочных материалов в Флерсхайме, Далсхайме. Кстати, первым управленцем Rowe Mineral Works был Има Косел, который до этого имел отношение к Avista Oil в Германии. Avista Oil – это компания с огромным заводом, которая в том числе занимается производством базовых масел из переработанного сырья. К чему эта информация? То, что первый управленец работал в компании, которая занимается рециклингом, совсем не означает того, что компания Rowe изначально сейчас занимается производством продуктов из восстановленного сырья, из восстановленной нефти. Просто Има Козел, которого взяли на роль управленца первоначально, он имел хороший опыт в этом, потому что он долго в этой сфере проработал. Не вижу в этом ничего странного и никакой явной связи между двумя этими фактами я тоже не наблюдаю на самом деле. Хотя на форумах российских я читал об этом. С 95 по 12 год ничего особо интересного, примечательного не происходит в компании Rowe. Они помаленьку развиваются, понемногу торгуют, понемногу производят. К 2012 году они решают расшириться, видимо, нашли инвестора и переезжают в немецкий город Вормс, переводят туда и бухгалтерию свою, и весь штат полностью, начинают строительство завода. Кто такой Михаил Ц? Это дипломированный инженер, хороший специалист и такой колоритный персонаж, так вот он выглядит сейчас. Всю информацию о нем можно почитать, она есть в свободном доступе, никакой тайны здесь нет. Он был в свое время управляющим директором компании Rowe, управляющим директором компании Palbo. Palbo – это компания, которая входит в состав Rowe, она производит пластиковую тару. Это большая, относительно большая структура, половина примерно вот всех мощностей Rowe, они производят пластиковую тару, делают ее много, не только для себя, но и для других там европейских покупателей. И у него, кстати, еще у Михаэля была доля участия в виноградниках, что-то они назывались Willis Wine Yards, по-моему, назывались эти виноградники, что ли, не помню точно. В общем, такой дядька тоже такой хороший, интересный, развитой, который, в общем-то, ведет, собственно говоря, компанию. Сейчас Rowe вместе с Михаэлем руководит его дочь, ее зовут Александра Катарина Кольман, она поменяла фамилию после замужества. Она сейчас является управляющим директором как раз Rowe. В общем, очередная семейная компания, я сейчас без иронии, это на самом деле семейная компания получается вот, в явной ее форме. Такая компания, которая пытается выглядеть многие европейские блендерные структуры. Второе. На каких заводах и каких странах производится тот Rowe, который мы с вами получаем в России?
Вся продукция Rowa, которую мы покупаем в России, производится вот на этом заводе в городе Вормс, в Германии. Ну, по сути дела, это два отдельно стоящих здания ангарного типа. Давайте проведем для наглядности эксперимент, как обычно, потому что он как нельзя лучше показывает размеры. Давайте возьмем, сопоставим размеры структуры некоторых европейских блендерных заводов между собой. Естественно, пропорции сохранены. Rowe, Adinol, который производит одноименный бренд, Miguin, который производит всю Люкимоли, весь Miguin для России, Ellis Enterprises, который производит весь Neste и весь Valvoline для России, тяжеловес СВД, лубриканс, про который я вам скоро расскажу, мы еще его не затрагивали, но продукцию которого вы наверняка все знаете, в частности, европейская Honda и так далее. Мы видим, что у Rowe очень большие складские площади и совсем мало внешних резервуаров для хранения базовых масел и компонентов. По своей компоновке, наверное, из всех блендерных заводов, которые мы с вами рассматривали в предыдущих видео, он больше всего похож на Еврол. Я о нем рассказывал вам в видео про NGN, которое вышло у нас 3 недели назад. Так вот, давайте совместим эти два завода рядом поставим, посмотрим на них поближе. У Еврола все-таки побольше внешних резервуаров, но тем не менее, ближе всех блендеров к Rowe пока что я вижу Еврол завод. Давайте проведем еще один интересный эксперимент визуальный. Возьмем в кучу все эти блендерные заводы и поместим их на территорию одного из заводов BP Group, который находится в Гамбурге, Германии, одного из заводов, которые принадлежат BP Group. На этом заводе производят BP, Castrol и Aral, те бренды, которые принадлежат BP Group. Смотрим. Это все для того, чтобы вы понимали масштаб компании полного цикла с переработкой сырой нефти и не сравнивали их с обычными миксерами, не ставили на один уровень по возможностям, потому что это совершенно абсолютно разный уровень производства. На современных блендерных европейских заводах все достаточно компактно, а Rowe однозначно современный европейский блендерный завод. Резервуары для хранения, то есть парк резервуарной, варочные емкости, миксеры, все компактно находится внутри этих ангаров. Это абсолютно нормальное явление. Там же находится лаборатория небольшая и складские помещения, складские площади. Почему такие здоровые склады? Для чего это нужно? Тут очень просто все объясняется. Rowe занимается производством тары пластиковой. Бренд называется Palbo, в том числе они для себя делают и делают еще для других европейских структур. Если вы перевернете любую банку Rowe, то на дне упаковки увидите логотип Palbo. Это их собственный бренд, они под этим брендом делают тару. На этих же самых территориях, где производят и масла, на этом же заводе. Поэтому я был на заводе в Дзержинске, Novi Chemicals, мы торгуем их брендом Vitex. Так вот, на этом заводе также делают тару пластиковую, и производство пластиковой тары, склады для ее хранения, они занимают больше площадь, чем производство самого непосредственно масла, варки, масла и хранения. Поэтому вот все эти площади, которые принадлежат Rowe, которые мы видим с вами на Google картах, можно смело делить пополам, потому что половину или может быть даже больше занимает территория, которая отведена под производство пластиковой тары, потому что это очень с точки зрения площадей затратное производство. То есть для этого нужно много площадей для хранения, для производства, для хранения сырья, из которого производится пластиковая тара и так далее. Поэтому если сравнить эти блендерные заводы европейские между собой, то Rowe можно, я утрирую, конечно, можно смело делить пополам, для того, чтобы понять реальную площадь, ту, на которой производятся смазочные материалы. Rowe сами производят пластиковую тару. У них есть цех, который находится на территории завода, сами делают формы и так далее. Что касается этого бренда, он называется Palbo у них. Если вы посмотрите на нижнюю часть упаковки, то увидите логотип
По утверждениям самих представителей завода, они делают тару для некоторых других производителей моторных масел трансмиссионных в Европе. Но я, честно говоря, сколько перебрал уже масел, ни разу по лбу не встречал. Возможно, еще встретится. Этот продукт с 2017 года, я заказал его буквально вчера у представителей в Новосибирске, Паровое, что еще раз показывает то, что продукт не очень хорошо продается у нас в Новосибирске, сейчас по чайной ложке, потому что сейчас у нас уже 21 год, конец, а продукт с 2017 года. Новой тары у них нет. Новая тара выглядит вот так. Дизайн, по сути дела, не поменялся, поменялась расцветка, потому что эта расцветка, она, на мой взгляд, она очень мрачная и вообще не очень хорошо сделана. Что касается самой тары, вот этого 17 года образца, надеюсь, у них все поменялось, потому что эта тара сделана плохо, но она реально сделана плохо, то есть предформа плохая, не очень качественный отлив. Европейцы как бы не зацикливаются на этом, они не делают тару идеальную, там, за редким исключением тех брендов, которые чисто настроены на экспорт, типа там Равино, например, того же самого. Вот, бренды, которые находятся в Европе, делают для Европы, они на таре экономят, зачастую используют самый дешевый пластик, вот это реальный пример, то же самое Эни, например, смотреть там, или там Араловские продукты, там BP Group, которые, в общем, сделаны они все очень плохо, тара у них. В описании к этому видео я размещу ссылочку на 3D-экскурсию по заводу Rowe. Что это из себя представляет? Берут 3D-камеру, ставят ее в разных местах завода, снимают некоторое время. Потом, когда вы смотрите это видео, вы можете просто произвольно крутить камеру и как бы смотреть в разные стороны по заводу. Это интересная такая штука, посмотрите, ознакомьтесь, там, правда, такое, ну, не очень интенсивное что-то происходит, но тем не менее, можно, по крайней мере, понять, как выглядит завод изнутри. Сейчас давайте посмотрим с вами просто обычное видео завода, короткое, для того, чтобы понять, что он из себя представляет. Все очень современно, технологично, по-немецки аккуратно, рационально, идеальная чистота и порядок. Не к чему придраться абсолютно. Все просто идеально, в идеальном порядке находится. Rowe — это типичная европейская современная блендинговая компания. Собственным монобрендом Rowe. Она производит собственный монобренд, она делает под этикетку продукцию для других компаний-заказчиков. И кое-что в мизерном количестве возможно для автоконцернов. Про классификацию данных компаний, подобных, кто производит для нас с вами масла, я рассказывал подробно очень в видео про бренд NGN. Там мы уделили этому прям минут, наверное, 10. Рассказали, чем отличаются между собой компании полного цикла, миксеры, там, блендерные заводы. Чем отличаются между собой блендерные заводы, кто такие этикеточники и так далее. Поэтому, если есть желание, ссылочку тоже размещу в описании к этому видео, посмотрите. Могут ли автоконцерны Porsche, Volkswagen и BMW заказывать у Rowe под своим брендом продукты? Да, могут небольшие партии, когда это необходимо, потому что это иногда практикуется в Европе. Нужно сделать небольшую партию товара, за которую не берутся крупные производители, и приходится размещать ее где-то на небольших предприятиях, как у Rowe, например. Это вполне возможно. Но многолетние контракты автоконцерна с корпорацией, с компанией Rowe, это, конечно, эротические фантазии маркетологов Rowe. Такого никогда не будет, потому что всегда автоконцерны работают только с компаниями полного цикла. Исключений очень мало. Единственное, что мне на ум приходит, там пара компаний, там Fuchs, например, которая делает для Mercedes. Поэтому, да, размещать могут небольшие партии, делать, но как бы только при необходимости, когда у автоконцерна нет выбора и не берутся крупные концерны за производство небольшой партии какого-то товара, такого редкого продукта, это размещается все вот на небольших блендерных заводах. Это практикуется не только, кстати, в Европе, и в Японии у Toyota очень часто такое бывает, когда они размещают продукты редкие на небольших заводах, даже не блендерных, а те, кто занимаются даже переупаковкой зачастую. Поэтому ничего в этом странного либо страшного нет. Кстати, на мощностях Rowe производятся не только бренды под этикетку европейские, но и известный россиянам бренд, например, Супротек. Производится он сейчас или нет, не знаю. Я, честно говоря, не очень за этим слежу. Но, по крайней мере, производился. Я почему-то с ним вообще очень редко сталкиваюсь. В Новосибирске, по-моему, не продается масло Супротек, только присадки. Ну, это отдельная тема. В общем, Rowe нужно выполнять заказы. Она с этого зарабатывает деньги, компания. То есть, чем больше заказов, тем больше денег, тем лучше. Это абсолютно нормальное явление для любого блендера. Чем больше заказов, тем лучше для компании.
Базовые масла и присадки, ну понятно, что присадки все берут у одних и тех же поставщиков. Базовые масла, и еще раз подчеркну, что базовые масла в контексте блендерных предприятий европейских вообще не важно абсолютно какие. Еще раз скажу, это вообще не важно. Во-первых, контракты могут быть из года в год разные, с разными поставщиками. Во-вторых, это свободный рынок, на котором они все это закупают. Фукс также абсолютно поступает. Фукс крупнейшая структура, там в разы, в десятки раз больше, чем Рова, и они также на свободном рынке берут. И многие так делают, блендерные структуры, не с одним поставщиком работают, а с несколькими. Тем не менее, сама структура такова, Рова, как и любого другого хорошего, реально хорошего блендера, что у них контроль качества на стадии от закупки сырья до стадии контроля готовой продукции, он всегда очень высок. Это касается любого блендерного европейского завода, там Мигуин, там Еврол, Фукс, любого блендерного завода, у них у всех очень жесткий контроль качества, потому что там очень жесткая конкуренция. Третье. В каких странах продаются ровы? Но в первую очередь нас, конечно же, интересует Европа и Германия, в частности, та страна, в которой производится продукт, да, то есть это является показателем того, насколько он популярен в стране производства. Заходим на мною любимый сайт форум Motor Talk, на котором я уже не первый год зарегистрирован. Вводим в поиске Рова и смотрим разбивку по годам. Когда было первое упоминание про этот бренд? Первое упоминание это было в 2002 году, 7 упоминаний, вернее, за год. Дальше больше. В 2006 году они провели такую массированную очень рекламную кампанию по стране, по Германии. У нас уже видим 500 просмотров, очень выросло сильно. Потом более-менее стабильно, все последние годы, там 200-300 обсуждений в год. Много это или мало? Вводим, например, Shell. В среднем около 2500 в год. То есть обсуждение Shell в 10 раз больше, чем у Ровы. Вводим Castrol. 1500 в год. Вводим Liqui-Moly. 1200 просмотров в год. Вводим Aral. Тоже около 2000 просмотров в год. Даже у французского Motul, и то около 400 вернее. А у малыша Одинол, про который я вам тоже рассказывал уже, около 700. Что пишут сами немцы о Рове, как отзываются? При небольшом количестве отзывов они все в подавляющем большинстве положительные. То есть бренд воспринимают как истинно немецкий, то есть его делают немцы для немцев. Очень многие говорят о том, что этот бренд недооценен, что очень мало разрекламировал. Некоторые видят в этом плюс. В общем, отзывы положительные. Сами немцы к бренду Рове относятся хорошо. Можно ли найти Рове в немецкой рознице? Если вы зайдете в любой магазин немецкий, произвольно, приехали в Берлин, зашли в первый попавшийся магазин, и вы увидите типичный суповой набор. Это Castrol, Mobil, Shell, Liqui-Moly, Aral, пара каких-то местных брендов. Но вы Рове очень редко можете встретить где-либо. Может, он встречается, но совсем мало. Его можно встретить там в многофункциональных гипермаркетах больших, типа Аби или Метро. И то не везде совсем. Вот, поэтому у Рове есть пара магазинов своих еще фирменных, брендированных. И вот в этих гипермаркетах можно встретить. На заправках можно на каких-то, которые никому не принадлежат, а таких заправок в Германии очень мало. Потому что основная масса заправок, там они все брендированы. Это те же самые Aral, Эсса, что там они там еще там какие, Орлен, там, Райфайзен, Эни, Джет, Авиа, там. Короче, там, естественно, бренду Рове путь в эти заправки брендированные заказан. Поэтому независимых заправок немного в Германии, где-то он встречаться может, но, честно говоря, даже не знаю где. То есть в рознице найти Рове в Германии очень тяжело, в интернете его полно, везде можно там через любой интернет-магазин заказать, а вот в рознице. В каких еще странах продается Рове? Но я знаю, что у них есть представительство в Румынии, по-моему, в Болгарии, в Китае недавно открыли представительство в Пекине. В США, по-моему, есть представительство торговое, в России есть. Вам маркетологи, как обычно, будут стирать там про 80 стран, куда они поставляют товар. Вообще 80 – это любимая цифра маркетологов, у всех практически там она присутствует. 80 либо 120, это маркетологи любят, то, что они отправляют там 80 стран, 120 стран. Присутствие бренда в стране и его реальной продажи, там это две вообще абсолютно разные вещи. То есть можно продавать там 3 банки в год, ты вот тоже присутствуешь в стране. Присутствует в других странах реально Shell, Mobil,
Castrol, вот эти компании там реально присутствуют в других странах. Все остальные просто номинально там как бы для галочки 3 банки отправили и себе галочку поставили. Четвертое. Стоит ли бренд Rowe своих денег? Мое личное мнение, что да. Почему? Первое. Свой современный европейский блендерный завод. Второе. Прозрачная история. Третье. Немногочисленные, но сугубо положительные отзывы самих европейцев про бренд. Четвертое. Понятный бренд. Понятная стратегия, ясные цели. Понятно, для чего все это делается. Ну и уже тут надо голосовать кошельком. Если у дилеров не будет слишком большое завышение цены, то брать можно однозначно, если дилеры не будут сильно наглеть. Поэтому все зависит уже от дилеров на местах. Если он будет стоить в пределах разумных, то однозначно можно покупать. У любого европейского блендера есть своя маркетинговая фишка. У Еврола это спонсорство в Дакар, там у Матюли это семейная история, которая уходит корнями в бесконечность, которую мы уже с вами рассмотрели. У Рова тоже это есть, это Rowe Racing, это титульное спонсорство в Нюрбургринге, это компенсация эмиссии СО2, везде все это фигурирует в маркетинговых сводках, там по бренду, все это можно прочитать в брошюрах, буклетах и так далее. Но для того, чтобы на самом деле понять, какая компания, какой автоконцерн и какие производители масел имеют реальное отношение к автомотоспорту, лучше дождитесь моего большого видео про Mobil, про ExxonMobil. Я надеюсь, что я сделаю его уже до конца этого года, я к этому очень сильно готовлюсь. Для меня лично это очень важное видео, я к нему очень кропотливо буду готовиться, долго. Поэтому дождитесь лучше этого видео, для того, чтобы понять, что такое реально нефть плюс автомотоспорт. Все маркетинговые фишки и слоганы, которые применяют блендерные заводы, связывая свой бренд с автомотоспортом, это на самом деле в большинстве случаев просто чистый маркетинг и ничего более. И все-таки еще раз к маслам из восстановленных нефтепродуктов. Если даже чисто гипотетически допустить, что какая-то часть продукции линейки Rowe содержит в себе масла, которые сделаны из базы, которая была получена с помощью рециклинга, то я лично вообще ничего страшного в этом не вижу. Таковы реалии европейские сегодняшние. Опять же, это не факт совсем, просто чисто гипотетически. Страшного в этом нет ничего. Как правило, такие продукты, такая база используются для производства нижнего ценового сегмента. Вот, поэтому бояться этого точно не стоит. Ничего страшного или предусудительного там абсолютно нет. Пятое. Продается ли бренд Rowe в Японии, как к нему относятся сами японцы? Бренд Rowe в Японии не продается, японцы о нем ничего не знают. Все, с вами был Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас интересным и полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.